Друзья, всем привет! В этом ролике мы поговорим о том, как привести свои расходы в порядок. Когда мы говорим с вами о расходах, необходимо учитывать три аспекта: контроль, анализ и дисциплина. Контроль. Без него не обойтись, если мы говорим о расходах. Нужно обязательно где-то фиксировать то, куда мы тратим свои деньги, дабы понимать и в дальнейшем анализировать, на что у нас конкретно и сколько уходит денег. Некоторые люди отрицают важность контроля над своими финансами, так как считают, что скупые и бедные люди склонны считать каждую копейку, потому что иначе они останутся без гроша. С другой стороны, есть люди, которые считают, что обеспеченные и богатые люди никак не ведут учет своих финансов и тратят свои деньги направо и налево. Безусловно, исключения есть и там, но в основном состоятельные люди склонны вести четкий контроль своих финансов. Давайте поговорим о финансовой дисциплине. Я бы выразился так. Финансовая дисциплина – это то, когда ты делаешь, возможно, не то, чего бы ты хотел на данный момент, но эти действия приведут тебя в дальнейшем к тому, чего ты очень сильно хочешь, а именно к финансовой стабильности. И чтобы понимать, в каких моментах нам понадобится дисциплина, нам нужны такие аспекты, как контроль и анализ наших финансов. Вкратце расскажу о дельте. Дельта – это ваши доходы минус ваши расходы. Получается остаток. Остаток – это и есть дельта. Важно понимать, что не всегда увеличение дохода может привести к увеличению дельты, так как будет соответственно и увеличение ваших расходов. В этом моменте и нужно проявить контроль, анализ и дисциплину с вашими расходами. Для того, чтобы финансово обогащаться, нам нужно постоянно увеличивать свою дельту. Мы живем в эпоху потребительства, и различные рекламы и социальные медиа побуждают нас тратить наши деньги на различные товары и услуги. Но важно задуматься о последствиях таких трат. Безрассудные расходы могут привести нас к финансовым проблемам, а также долгам, которые, несомненно, будут влиять на наше дальнейшее будущее. Контроль позволяет нам осознать и увидеть, куда уходят наши деньги, и в дальнейшем спланировать, на что же мы хотим их потратить. Это требует дисциплины и самоанализа. Мы должны быть готовы отказаться от мгновенных удовольствий ради обеспечения наших долгосрочных финансовых целей. Давайте перенаправим свое внимание с ярких и заманчивых вещей, которые побуждают нас тратить свои деньги, на контроль наших доходов и расходов. Пускай страх за будущее станет для нас мотивацией, которая позволит нам предпринять шаги для нашего дальнейшего финансового благополучия. Напоследок поговорим про метод фондирования. Я объясню, что это такое вкратце. Вы создаете определенные фонды и начинаете заносить туда деньги каждый месяц после того, как получите зарплату. Например, фонд свободы. Что это такое? Это ваша финансовая подушка. Желательно накопить хотя бы 3 месяца вашей заработной платы. Можно и 6. Чем больше, тем лучше. Вы можете откладывать от 5 до 15% со своей зарплаты на фонд свободы. И таким образом в течение года, смотря сколько вы откладываете процентов, до 5 лет вы накопите достаточную сумму, чтобы позволить себе не работать несколько месяцев. И если у вас случатся какие-то непредвиденные обстоятельства, вы уволитесь с работы или вас уволят с работы, у вас не будет никакой нужды спешить, в торопях что-то там искать, пытаться у кого-то занять денег, так как у вас будет свой финансовый резерв, который вы можете потратить, как будто бы вы и не решались работы, и спокойно искать новую. Поверьте, если у вас будет 3 месяца свободного времени на то, чтобы найти работу, вы найдете ее и найдете работу даже лучше, чем та, которая у вас была. Несомненно, как только вы осознаете, что у вас есть денег на 3 месяца ничего не делания, вы станете уверены в себе, и вам будет спокойно и за себя, и за свою семью, и за свое будущее в целом. Так что берите на заметку и пробуйте, дорогие друзья. Опять-таки потребуется дисциплина и усердие. Сами подумайте, если этим не заниматься, вас уволят с работы, или же вы уволитесь с работы, поругавшись с начальником. Что вы будете делать? Подумайте об этом на досуге, потому что о вашем финансовом будущем никто, кроме вас, не позаботится. Следующий фонд, например, можно создать фонд подарков. Каждый раз,
возникают такие моменты, когда у кого-то наступает день рождения, а вы забываете купить подарок, и у вас попросту не остается денег. Но и в этом случае вам не стоит волноваться, так как у вас будет свой фонд подарков, и ваш родной человек, которого вы хотите порадовать в его день рождения, всегда останется с подарком. И у вас не будет никаких моментов, где же взять денег в долг, чтобы купить подарок, или же купить подарок на кредитную карту. Понимаете, о чем я? Окей, мы поговорили про фонд свободы, фонд подарков. Также мы можем поговорить о фонде вашей мечты. Например, сгонять на Бали. Или же купить себе новый автомобиль. Каждая ваша зарплата и кусочек от этой зарплаты, попадающий в этот фонд, приближает вас к вашей мечте. Согласитесь, здорово, когда вы не паритесь, а ваша мечта с каждым разом становится все осуществимей и осуществимей. Далее, например, фонд обучения. Да-да, сегодня нужно иметь такой фонд, потому что очень быстро меняется время. Очень быстро те профессии, которые мы считали нашим будущим, становятся неактуальными, и мир меняется. А если ты хочешь успеть за ним, то и ты должен учиться чему-то новому. Поэтому фонд обучения обязательно на заметку. Чтобы не попасть в такие ситуации, когда у вас не хватает в одном из фондов денег, и вы берете деньги со своей мечты, например, в фонд подарков, согласитесь, будет неприятно, так как вы отдаляете себя от вашей мечты. Поэтому на такие случаи можно создать фонд непредвиденных расходов, чтобы не брать из других фондов деньги. Понимаете, о чем я? Случился какой-то форс-мажор, прокололи шину, или там случилась какая-то поломка, сантехника, или еще что-то. Сломался унитаз. Вы просто берете оттуда деньги. И самое сложное, в начале все эти фонды, которые вы создадите, они вам никак не помогут. И вы будете считать, что вы делаете какую-то глупость. Но важно понимать кумулятивный эффект, потому что вы начнете это делать автоматом и перестанете смотреть за этими деньгами. В дальнейшем, когда у вас наработается привычка откладывать в эти фонды деньги, вы увидите, что, например, у вас уже достаточно денег на несколько подарков. Согласитесь, прикольно. В общем, дорогие мои, берите себе на заметку и пробуйте. Я точно так же, как и вы, пробую. И пишите в комментариях, помогло ли вам это. И давайте создадим некое комьюнити, которое будет делиться своими результатами, чтобы вдохновлять других людей, которые, возможно, сомневаются. Давайте создадим плотную ячейку людей, которые умеют обращаться с деньгами и которые знают в этом толк. До скорых встреч. Пока-пока.